И снова здравствуйте! Предлагаю сегодня рассмотреть построение рукава реглан. Относительно вточного рукава у него, конечно же, есть свои и особенности, и преимущества. Часто считается, что его сложнее строить, на самом деле это совсем не так. И, конечно же, соединение узла пройма окат рукава, особенно для начинающих, гораздо проще в реглане. Реглан своими контурами оката совпадает в обычном варианте, в базовом, с контуром и длиной проймы изделия. Поэтому никаких припосаживаний здесь нет. И соединяется проще. Несмотря на то, что на рисунке сейчас изображено много линий и кажется, что это сложно и не совсем понятно, как это делать, на самом деле здесь изображено 3 вида рукава базовых. Так все, конечно же, гораздо проще. Прежде чем рассказать о том, как чертить эти сами линии, надо, конечно же, разобрать вопрос с тем, какие есть особенности в подготовке базовой выкройки торса для того, чтобы начертить эти линии, чтобы изделие смотрелось так, как надо по объему. За что любят реглан? Линии реглана, которых, конечно же, как вы понимаете, безумное множество. Каждая новая линия отделения рукава от торса в плечевой части носит свое название реглана. Перечислять я их не буду, сегодня не об этом. Из-за того, как проходит линия отсечения рукава от торса, получается новое представление о ширине плеч, спины. И благодаря вот этому изменению линии можно визуально исправлять пропорции фигуры верхней части. Я строю обычно реглан вот как он есть на самом изображении, на выкройке торса. Я не пристраиваю фрагмент, да, отрезать его от торса, потом иметь в наличии готовый вточной подходящий рукав, потом это все вместе соединять. Нет, на самом деле все гораздо проще. Единственное, что да, выкройку рукава потом придется перечертить, чтобы она была отдельно от самого изображения. Сначала немножко про особенности. Выкройка рукава может быть представлена: слева рукав отвесный, узкий, справа рукав максимально широкий по наклону плеча. Рукав реглан слева, который отвесный, его крылья по длине и по высоте, вот эти части, настолько расходятся, что этот рукав требует большее количество материала. Фрагмент отсеченной плечевой части не такой большой, когда он отсекается от выкройки, чтобы сильно влиять на количество ткани, которое идет на выкройку материала. А вот по высоте вместе с рукавом и по углу раскрытия материала получается из этого гораздо больше. Рукава бывают двух-трехшовные, одношовные. Вот это вот раскрытие — это выточка из-за того, что в узком отвесном рукаве от плеча отсекается 2 фрагмента с полочки и со спинки, которые находятся под углом. И поэтому здесь происходит вот эта вот выточка. Ее можно раскрыть к линии проймы, оката в данном случае, несколькими выточками при посадке, сборками, складками, как угодно. Это уже в каких-то модельных вариантах. Здесь может быть шов по центру, как и во вточном рукаве, для того, чтобы дополнительную сюда заложить объемность. Вот эти линии можно проводить более выпукло, тогда сама выточка здесь будет меньше. Вот в этой части объемности будет больше. Это все моделирование уже по конкретным видам рукавов. Во вточном рукаве пройма располагается на уровне ширины проймы, и поэтому там расположен вертикальный срез. На изделии с рукавом реглан срез располагается достаточно диагонально, и поэтому нить основы, проходящая по центру рукава, когда он выкраивается, то раскладывается по центру, естественно. Поэтому вот эти диагональные стороны, так же как и пройма самого изделия, получают достаточное растяжение, деформацию. Чем больше толщина ткани, чем больше поверхность изделия, тем больше происходит растяжка, деформация. Можно укреплять это место, можно в процессе вот эту объемность в этом месте расположенную подсобрать с утюжкой или стягиванием ниток, нитками, строчкой вот в этой области. То есть можно играть расположением объемности при необходимости. Срезы на рукаве, естественно, можно оттягивать, если это все позволяется с помощью ВТО. Если свойства ткани это позволяют. Это все необходимо учитывать до того, как будут наноситься конструктивные линии. Отличие основное: баланс основан на том, что
Выкройка строится по самым длинным и по самым широким участкам тела. И те участки, которые имеют меньшую длину и ширину, там располагается раствор выточки сутюжка. И боковые швы пройма обычного изделия могут быть сутюжены, либо на спинке, например, наличие выточки переводится к плечу, нагрудная выточка передом. В общем-то, она остается, с ней таких вопросов нет. Из-за того, что здесь на боковом участке нет срезов, происходит разница. Нет возможности убрать длину ткани большую из-за большей длины изначального построения по спинке. Поэтому возникает вопрос, как быть. Так как спинка строится по максимальной своей длине на основе замеров с минимальными прибавками, то ее уменьшить никак. Значит, придется убирать вот здесь. Здесь тоже убрать никак лишнюю длину. Поэтому единственный выход – это удлинение центральной части спинки. Без этого будет вздергивание спинки по центру. То есть лишняя ткань заставит провиснуть боковую часть, и, соответственно, это будет смотреться вздернутой. Для хорошей посадки необходимо проводить эти изменения. Один из вариантов – это провести выточку к центру спинки и верхнюю часть в районе проймы откинуть в сторону, увеличивая здесь длину. Но не всегда у нас есть шов по центру спинки, не всегда это подходит. Поэтому нужно, прежде чем строить, ответить на несколько вопросов. Объемное или малообъемное изделие? Будут ли подплечники? Сильно ли сутулая спинка? Есть ли средний шов по центру спинки? Для того, чтобы сделать более корректным баланс, вместо выточки, которая располагается на уровне проймы и потом переводится, либо сутюживается, либо переводится обычно к плечу, для того, чтобы от самого широкого участка спинки сделать уже, более высоко расположенный участок, то есть учесть выпуклость лопаток на малообъемных изделиях и сделать более подходящим верхний вариант. Все вместе, баланс и придание формы малообъемному изделию объединяются в приемы такие. Повышение линии спинки. Если в центре спинки есть шов, то заужение верхних срезов и повышение баланса можно устроить за счет введения выточки в средний шов. Диагонально расположенные линии выточки всегда длиннее, чем средний шов спинки, этот участок вертикально расположенный. Поэтому, если удлинения достаточно, можно просто ввести выточку. Если недостаточно, то, конечно же, нужно повышать спинку. Повышение уровня центра спинки происходит за счет повышения основания горловины. Карандашом черчу изначальную линию горловины. Зеленым отмечена уже поднятая для сохранения баланса линия горловины. То есть она будет основой новой. Для легкой одежды горловина приподнимается миллиметров на 5, для верхней одежды до сантиметра. Выточка, необходимая для формирования более прилегающего силуэта по плечам, может располагаться от центра лопаток, линии горловины. Обычно выточка от 5 до 15 мм. Также выточка может располагаться в шве соединения торса и плеча. Если необходима большая выточка при сильной сутулости и необходимости сформировать более компактный силуэт, можно использовать две выточки и к горловине, и в шве между торсом и рукавом. В том варианте, когда в центре спинки нет среднего шва. Дополню про построение горловины. Когда мы вводим выточку в линию горловины, неважно в средний шов спинки, либо просто к линии горловины от лопаток, для построения горловины ее ширину надо откладывать с учетом ширины выточки. И, соответственно, точка основания шеи сдвигается при нанесении линий на ширину выточки, и плечо начинается от новой точки. Потом при закрытии выточек, естественно, все возвращается на свое место к готовому изначальному размеру. Это нужно для того, чтобы, повторюсь, сформировать более четко силуэт спины в малообъемных изделиях. Если этого нет, то просто повышается
спинка. Когда мы для свободы, для другого зрительного восприятия спины, более спрямленного, переносим плечо вперед, то получается, что из-за того, что линии строятся на перпендикулярах к линии плеча, ширина горловины получается большая, чем изначально она была. Когда мы строим горловину, мы обычно выбираем чаще всего по расчету, даже если вся выкройка идет по замерам. Обхват горловины пополам и на треть делится для спинки, а дальше идет прибавка. Для легких изделий это примерно около 5 мм. И вот этот расчет, наш стандартной горловины, будет здесь шире. То есть строим мы по расчету, но он все равно будет шире, чем мы предполагаем из-за вот этого переноса плеча. Это логично для свободных объемных изделий, но это надо понимать. Например, если вы захотите какой-то воротник готовый взять, он не подойдет, потому что горловина будет шире строится. Да, она, кстати, более прямой, спрямленной, плавной линией. Если есть подплечники, то повышается плечо и спинки, и полочки. Если нет, то изменение происходит на спинке. Для более свободного, объемного силуэта изменение спины заключается в том, чтобы перенести плечевой шов со спинки наперед. То есть наращивается изначально вот плечевой шов на данном рисунке располагался здесь, теперь он располагается выше. Спереди снимается, спинка наращивает. Это дает более свободное, визуально уплощенное видение спинки, ну и дополнительную свободу. Для того, чтобы правильно перенести плечевой шов для легкой одежды, для этого нужно в точке основания шеи и на уровне конца плеча к изначальному плечу возвести два отрезка под прямым углом, на них отметить точки. И после того, как была приподнята горловина, она будет соединяться плавной, спокойной линией с новой точкой. После того, как на перпендикуляре будет отмечена новая линия окончания плеча, эти две точки соединяются, и это будет новая линия плеча. В данном случае это вот уже две отмеченные линии, коричневая и синяя. Точка основания шеи для легкой одежды приподнимается на расстояние до 7 мм, окончание плеча поднимается на 1-1,5 см максимально. У верхней одежды здесь до 1 см, окончание плеча до 1,5-2 см. Для того, чтобы начертить рукав, нам понадобится понимание того, какая длина, высота оката. Большой разницы с вточным рукавом нет, но из-за того, что здесь другая площадь основания для рукава и срезы находятся диагонально, сам по себе центр рукава обычно не подвергается изменениям в процессе эксплуатации. А диагональные срезы все-таки получают большую нагрузку, и поэтому они больше растягиваются, и в результате высоты оката становится недостаточно, и появляются угловые заломы, идущие от проймы. Поэтому рекомендуется процентов на 10 повышать высоту оката по сравнению с точным рукавом. То есть заранее дается небольшое удлинение, которое вместе с удлиняющейся высотой длиной проймы вместе будет корректнее смотреться. Перевод плеча больше, чем на 1,5-2 см для верхней одежды не рекомендуется, иначе появляется некоторая визуальная сутулость спины. В связи с тем, что изделие не имеет вертикального шва, оно более уплощенное. Визуальный силуэт у реглана воспринимается немного иначе в малообъемных изделиях. Широкие они сами по себе, в общем-то, соответствуют образу вточного рукава, а вот малообъемные из-за того, что рукав не компактно вокруг руки расположен, а более уплощенно в бок.
Из-за этого немного иное восприятие, и для того, чтобы сохранить тот же объемный силуэт в малообъемных изделиях у реглана, как и у вточного, рекомендуется, что полуобхват груди, что рукав к имеющимся прибавкам добавить 1-2 см для того, чтобы сохранить визуально тот же объем. Прибавка распределяется равномерно по участкам спинки, проймы, переда. Естественно, здесь также, чем шире образ, тем больше глубина проймы нужна. Так как мы добавляем немного здесь в малообъемных, среднеобъемных изделиях прибавку, то и глубина проймы также должна быть чуть больше. Если необходимы подплечники, то у реглана это своя конструкция подплечника. Она захватывает не только плечевой шов, но также переходит на само плечо. Линию бокового шва обычно в реглане располагают по центру, посередине проймы. Знаю, что не все строят базу торс с выточкой плечевой. Это можно изначально, как я говорила, строить с утюжкой проймы. Также при посадку дают к длине плеча, поэтому происходящие изменения должны быть основаны еще и на понимании того, есть ли выточка. Обычно рекомендуется при моделировании любые выточки на месте моделирования переносить куда-то в другое место. Например, нагрудную выточку можно раскрыть к другой линии, к другому участку линии горловины, либо к центру переда, например, в любое место, где не будет пересечения с участком, где строится рукав. Потом выточку можно, конечно же, вернуть в нужное изначальное место. Вначале она просто будет затруднять процесс построения. Для того, чтобы понять, что построение рукава реглан это просто, надо понять его линии. Да, он не отличается от вточного рукава особенно. Вточной рукав это пересечение изначально двух линий. Вертикальная это высота оката рукава, составляющая часть длины всей рукава. Для того, чтобы параллельно отвесно рукав располагался на руке, линия ширины рукава расположена под прямым углом к линии длины рукава. Также абсолютно расположены линии у реглана. Есть центральная линия, составляющая собой высоту оката как часть всей длины, и под прямым углом расположена ширина рукава. Спинка, полочка, спинка, полочка. В данном случае, если посмотреть на изделие с рукавом реглан, можно увидеть эти же линии. Линия центра рукава. Под прямым углом к ней расположена линия ширины рукава по спинке и по полочке. Верхняя часть линии проймы это рассечение торса на участок плечевой спинки самого торса, ну или переда. И одна часть верхняя отходит к плечу. Под рукой от того места, где рука соединяется с телом для подвижности, когда рука отводится в сторону, увеличивается мышца, площадь для подвижности. Это место обычно называют контрольной точкой. То есть то место, где рукав расположен выше нее сверху на теле, на руке. От нее вниз начинается участок, который расположен под рукой. Это тот участок, где конструкция разделяется на два фрагмента. На рукав и на торс. В данном варианте рукава эта линия для торса и для рукава, линия проймы, она одинаковая. Линия ширины низа, окончание рукава, естественно, разделяет рукав на две равные части. В изделии окончание линии оката совмещается с точкой начала бокового шва, окончание линии проймы. Так как у нас длины проймы и оката одинаковые, и вот эта точка является просто местом их разделения, то естественно, что вот этот участок по своей кривизне совпадает с кривизной участка рукава. Кроме того, контрольные точки обычно отмечаются на рукаве для того, чтобы правильно втачивать рукав в пройму. И расстояние между
ними абсолютно также соответствует расстоянию проймы. То есть рукав вот здесь, между двумя точками по прямой, равен расстоянию участка проймы. Для того, чтобы построить рукав реглан, нам надо знать высоту оката, ширину рукава. Желательно, конечно, сразу понимать, какая у нас будет ширина рукава по низу. На запястье он, или это длина рукава короче. Хотя легче сначала построить длинный рукав, а потом уже на нем укорачивать до нужной длины. Возможно, длина рукава — это длина руки до запястья с прибавкой. Главное понимать ширину по низу. Одной из особенностей любого рукава является то, что рукав широкий, свободный, по низу имеет прямую линию. Рукава зауженные, объемные, малообъемные, среднеобъемные, как и у вточного также. Спинка имеет выпуклость наружу от центра рукава по низу, по переду, по полочке вогнутость рукава относительно линии низа. Почему рукав строить просто? У нас верхняя часть линии до контрольной точки — это просто рассечение изделия на два участка. Следующий момент — это от контрольной точки. Да, здесь есть, мы видим некоторые разделения, но про это подробнее потом расскажу. Это от ширины рукава зависит. Итак, основное — это сначала просто рассечь торс на два участка, на торс и на рукав, а дальше от контрольной точки радиусом длины от точки до конца проймы провести некоторую линию, и от этой линии надо провести линию ширины рукава. Эта линия должна проходить так, чтобы под прямым углом пересечься с линией, выходящей из конца плеча. Здесь у нас прямой угол. Соответственно, линия ширины рукава на уровне проймы. Нижний свой участок имеет длиной и кривизной соответствующей линии проймы. То есть от этой точки мы можем отдалиться лишь вот на это расстояние, чтобы потом вместе все ровно совместить. То есть от этой точки мы откладываем расстояние, равное до конца проймы. И от любой из этих точек мы должны провести линию ширины рукава, которая под прямым углом придет к линии, выходящей из конца плеча. Получается, что, как всегда, в зависимости от степени наклона рукава, ширина рукава будет больше, чем меньше наклон рукава. То есть рукав широкий, прямой по наклону плеча имеет самый низкий наклон, и у него будет самая большая ширина рукава. Рукав, стремящийся к отвесному, будет иметь самый большой наклон, и у него будет самая маленькая ширина рукава. Мы прекрасно понимаем, что у нас есть зависимость всегда высота оката и ширина. Чем больше высота оката, тем меньше ширина. Чем ниже высота оката, тем больше мы чертим ширину рукава, потому что вот эта точка завязана вот с этой точкой длиной линии. И если в обычном рукаве мы еще можем использовать во вточном припосадку, то здесь у нас линии равны. Линия проймы и линия оката равны. Соответственно, меняя высоту оката и имея одну и ту же линию проймы, мы вынуждены менять ширину рукава. По сути, это основное, что надо понимать в построении рукава реглан. Как я уже сказала, линия верхняя, она может быть со швом или без. Но мы сюда можем закладывать дополнительную округлость для объемности. В широких, прямых, свободных рукавах, в которых достаточно объема, линия проймы одинаковая для рукава и для оката линии. То есть вот это вот расстояние, которое можно увидеть между линией торса зеленой и линией коричневой, вот это вот большое расстояние, оно появляется только в узких, малообъемных рукавах.
Для синей линии я начертила вот это расстояние только для того, чтобы линии не слились в одну на камеру. На самом деле здесь никакой разницы нет. Либо она может быть совсем минимальная. Отведение до сантиметра линии рукава дается для дополнительной объемности ширины. Как ее построить, я сейчас расскажу. Естественно, что узкие малообъемные рукава по форме руки не позволят сгибаться руке, если это не трикотаж, поэтому предполагается, как и во вточном рукаве, либо небольшую припосадку со стороны спинки, либо это идет выточка. Обычно не рекомендовано для визуального восприятия выточку делать дальше, чем четверть рукава по ширине. Поэтому длина выточки в среднем 7-7,5 сантиметров, вот до четверти рукава, чтобы она не доходила, чтобы ее не было видно снаружи. Ширина выточки в среднем 2-2,5 сантиметра. Располагается равномерно от линии локтя в обе стороны. Если есть выточка, то рекомендуется линию локтя приподнять на пару сантиметров и от нее уже строить выточку. Можно заметить, что рукав широкий, свободный, он начерчен прямыми линиями, в то время как, естественно, что рукав с выточкой имеет вогнутые линии, что по переду, что по спинке. Нижняя часть рукава отгибается для того, чтобы получить более схожую с согнутой формой руки форму. Естественно, что рукав, который имеет вот в этой области припосадку, а не выточку, также лучше сформировать с небольшим наклоном, в том числе по передней линии. Ну, если рукав достаточно объемный, но не совсем по наклону плеча, его можно построить при достаточной свободе прямыми линиями. Ну а теперь давайте рассмотрим построение всех трех типов рукава. Широкого прямого по наклону плеча, рукав отвесный с выпуклостью и с выточкой, и любой рукав между ними уже построить получится только по своим собственным ощущениям и пониманию. Это уже будет промежуточный вариант. Для этого и даются обычно крайние цифры построения, то есть отведение, допустим, здесь до сантиметра дается для самых малообъемных рукавов от контрольной точки расширения. Средний свободный рукав можно взять, допустим, 5 мм. На этом теоретическая часть подошла к концу. Теперь покажу на практике простое построение всех видов рукава реглан. Не по плечевой части я имею в виду, а вот названо.